Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, здравствуйте! Таро-прогноз, гороскоп, события до конца октября 2023 года. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И у нас сегодня новая колода, точнее, она уже участвовала единожды. Это колода добра. Ее прорисовала великолепная художница, мне нравится изображение. И мудрый таролог, который занимается таро более 40 лет, Колет Барон Рид. И подала она с позиции позитивной психологии, сохранив при этом основу классическую колоды в 78 карт. Давайте узнаем, но хотела бы сказать пару слов. Какая-то история себе может напомнить, или то, чем вы занимались. Может быть, это для вас было актуально еще в начале года. Может быть, какая-то тема была актуальна в апреле месяце. Почему я так говорю? Мы словно в позиции между прошлым и будущим, потому что этот период, точнее, совпадает как раз с коридором затмений, который начался в знаке Весы солнечного затмения 14 октября и закончится лунным затмением в знаке зодиака Телец 28 октября. И вот какие-то вопросы, которые у нас уже были как прежде, они у нас могут словно активизироваться. Или, может быть, события развились, обстоятельства, новости какие-то добавились, и нам придется что-то решать. Может быть и так. Ну, давайте мы посмотрим, что придет. Первая карта. А что уйдет? Может быть, само по себе уйдет. Может быть, мы что-то завершать будем. Чем дело кончится именно для нас? Чем? А чем сердце успокоится или что нас порадует? Что скрыто? Чему можем не придавать значения? Именно тут наша позиция больше. И мы достанем 3 карты на 3 события. Или это может быть одно событие, которое имеет несколькие составляющие. Может быть и так. Давайте откроем первую карту. Итак, ух ты, что придет? Колесо фортуны. И в этой колоде добра это нам больше говорят как раз об удаче. Посмотрите, какая шикарная карта. Очень красиво прорисована. И словно солнце нам освещает какой-то путь. Для вас могут быть те события, которые даже если они начинаются с какого-то иррационального момента, будьте внимательны, но вы-то как раз люди очень интуитивные. А вот продолжение может быть более чем приятное или какое-то полезное. По этой карте мы от чего-то не должны отказаться. Может быть, нам придется действовать достаточно быстро, может быть, куда-то отправиться или что-то пересмотреть. Такое тоже вполне вероятно, но чаще вот в этой колоде счастливые случайности или не случайные случайности, но такие со знаком плюс, мои дорогие скорпионы. Карта нас учит в первую очередь доверять самим себе, быть добрее к собственной душе и прислушиваться, правда, к подсказкам интуиции. У каждого свое какое-то, может быть, как событие, как предложение, но и в любой сфере нашей жизни. Хотя больше, если мы говорим про коридор затмений, и вот это расстояние между солнечным затмением в Весах и лунным в Тельце, что Телец, что Весы, это правящая планета Венера. Поэтому вопросы взаимоотношений, может быть, и в социуме, отношений в личной жизни, ну, понятно, и финансы, благополучие в целом. Что уйдет по 7 воздуха? Это соответствует 7 мечей, да, и мы называем ее карта вора. Но в этой колоде все по-другому, но я не случайно это сказала, озвучила, потому что вот какая-то подобная неразбериха, может быть, нечестность, или для кого-то из вас это важно услышать, может быть, знаете, как и вопросы, связанные с суде, если таковые имеются, и они больше с какой-то несправедливостью. Вот здесь, видимо, будет поставлена в чем-то точка, или сам процесс будет завершен. Хотя в этой колоде нас карта больше учит, знаете, взаимопониманию и где-то, с одной стороны, предрасположенности к каким-то неожиданностям в плане того, что мы не ждем чудес. А как будто наоборот, ожидание подвоха, чтобы нас это не удивляло, где-то не выбивало из колеи. Но ведь независимость идет по этой карте и жить по своим правилам. Новое колесо фортуны, видимо, где-то придется взаимодействовать, адаптироваться.
но и в то же время не удовлетворять чужие ожидания. Вообще дипломатия, вот, наверное, точно, как по весам, солнечному затмению. Причем эту дипломатию, а вы великие дипломаты, если вы захотите этого, кстати. И тогда Скорпион со всеми может договориться, по сути дела, проманипулировать. И это будет для вас сильная позиция. Даже с какими-то людьми, у которых сложный характер, или с которыми не получилось договориться, или, знаете, может быть, люди, персоны крайне неприятные, но тогда где-то нужно себя сдержать и скорее, знаете, если не получается вот этого врага перевести, ну, в такого друга его не назовешь, но, по крайней мере, того человека, который более прогнозируем будет для вас. Все-таки это тоже ведь немаловажно в нашей жизни, то тогда не увеличивать какую-то дистанцию, а наоборот, обойдя острые углы, для себя уменьшить вот это количество где-то недругов. Вот это у вас будет получаться здорово. Чем дело закончится? Именно чем? А тут уже новые планы. По Вестнику огня это что-то мы себе планировали, придумали, или было желание, может быть, тема какая-то была для вас интересна. Может быть, вы себя уже успеете в этом деле попробовать, и, кстати, можете и где-то отказаться. От чего-то мы можем отказаться, как наша идея, да, или какая-то эврика, или какой-то инсайт, или может быть, по работе какие-то были, если вы выбираете как будто между работами или сферой деятельности, вы можете на себя словно примерить одно, второе, третье, чему-то вы отдадите предпочтение, но что-то завершится. Вы будете делать, по сути дела, выбор. Мы можем добавить элементов каких-то новых и будем тогда продолжать. Мы как будто завершаем обновлением. Ну, а какие-то вопросы вы можете оставить уже в прошлом. Чем сердце успокоится, вестник Земли. Практикой, критерием истины, мои дорогие, по вестнику Земли. Правда, вот то, что я только что сказала, то, что имеет смысл к продолжению, к заработку, к материальному благополучию, изобилию, процветанию. Здесь это будет радовать. Вы будете видеть четко, стоит ли этому делу уделять внимание или отношениям, или оставить позади. Рационализм где-то, как и практицизм, материализм в хорошем смысле, потому что у нас 2023 год – это год адаптации. Я не случайно это повторяю, потому что каждый день нам может принести какие-то новые события или новости, которые подчас переворачивают где-то нашу жизнь. И даже если она, слава богу, не переворачивается в какой-то быстрый, острый момент, то если просчитать на несколько ходов вперед, мы приходим к выводу, что, ну, в принципе, последующий период, он не обещает быть каким-то стабильно уравновешенным. То есть нам где-то нужно быть наготове, нас ничто не должно застать врасплох. Но по вестнику Земли именно здесь мы, ну, свой островок безопасности, безусловно, отстраиваем. И знаете, эта карта «Чем сердце успокоится», это карта трудолюбия, честности, как с самим собой, так и во взаимоотношениях между партнерами, между коллегами. Может быть, вы где-то будете причесывать свое окружение. И я как будто хочу точно знать, Скорпион хочет знать точно, на кого я могу положиться. Или кто из людей, ну, такой скользкий, ненадежно, непонятный. Или те люди, которые действительно, с ними можно продолжать бизнес. Или контакты по работе, да. Это те коллеги, с которыми мы можем взаимодействовать. А может быть, это где-то переоценка руководства. Вот такое тоже может быть. Но по этой карте еще и решительность есть, но та решительность, которая просчитана, и выносливость. Вот поэтому, когда мы надеемся сами на себя, и нас ничто не может выбить из колеи, нас невозможно застать врасплох. Вот это сильная позиция. Что скрыто или чему вы можете не придавать значения, правда, какой-то импульс. По восьмерке огня, может быть, как новость к вам приходит, и нужно откликнуться быстро. Как будто проучаствовать в каком-то деле, через практику вы поймете, стоит это продолжать или нет. Может быть, это и какое-то отношение. Отношения между, как опять же, коллеги, да, взаимоотношения в социуме, а может быть, по вашей личной жизни. Ну, что-то, видимо, будет такое внезапное, потому что по восьмерке огня идет элемент
когда как импульс или как новость, которую, ну, где-то мы не ожидали. Хотя вы интуитивно можете прийти к выводу, что, ну, что-то подобное я предполагала или предполагал. Но, знаете, может для кого-то это еще и означать, что допустим, вот как с вестником огня, да, мы говорим, чем дело завершится. Какое-то дело продолжаем, а от чего-то мы уже как будто, ну, заканчиваем, или завершаем, или отказываемся. Так вот, тут с учетом колеса фортуны может что-то такое, как предложение прозвучать, или новость, как, например, оказия оформить какой-то документ, но надо действовать быстро, не откладывая на потом. Или если вам что-то по работе, по бизнесу, по творчеству, вот какая-то идея приходит, ее как будто тоже нужно немножко на практику переложить или откликнуться, может быть, с кем-то разговор осуществить. Но это будет иметь стабильное продолжение и материальный доход тоже. Вот что-то может развиваться, как вот помимо нашей воли. По этой карте как раз и проходит где-то отчасти перемены, трансформация, вот это самое колесо фортуны. А у вас, посмотрите, одна карта напротив другой. Что-то не прошляпить. От чего-то да. Может быть, вы и скажете, нет, вот в этом направлении мне не нужно. Но определенно что-то не упустить стоит. Давайте мы посмотрим с вами три события. Да, посмотрите, какая красивая карта в этой колоде. И она, кстати, нас призывает быть добрым к собственной душе. Себя где-то не тормошить. Придется вам где-то придать себе ускорение. И, может быть, вот то, что я сейчас говорила, куда-то поехать, совершить какое-то путешествие или какую-то поездку. У кого-то подальше, у кого-то поближе. Может быть, какое-то дело отчасти, мы говорим, будет быстро продвигаться, но это карта терпения, гармонии, равновесия, душевного равновесия. С одной стороны, пребывание в этих энергиях для вас будет важно, потому что у вас колесо фортуны. И вам придется постоянно, видимо, во второй половине где-то октября, словно на чашу весов взвешивать, да, ну, это внутренний какой-то процесс психологический, стоит этим заниматься или нет. И здесь спешка, она нам может повредить. Может быть, какое-то дело, которым вы прежде были заняты, оно-то так вот и тоже не продвинется быстро, а что-то может, наоборот, принять какую-то скорость и начать развиваться стремительно. А вот что это будет, решать как будто вам. Ведь это старший аркан. Может быть, по отношению к людям где-то проявить вот это самое терпение тоже стоит. Значит, умеренность какая-то во всем, она все же должна быть. А вообще, я сказала, быть добрее к самим себе. И знаете, это карта, которая нам говорит, что словно ангел-хранитель за нами присматривает и нам помогает. Второе событие. Пятерка воды. Похоже, эта девушка красивая, тоже карта на морского конька. Но, видимо, как есть какие-то моменты плюс, но по пятерке воды есть и такое значение, когда высвобождение горя. Значит, что-то у нас и не получится. Ну, собственно, мы об этом с самого начала говорили. Колесо фортуны, от чего-то вы будете отказываться. Так вот, нам о чем говорит эта карта? Вот эта фраза «высвобождение горя», «высвобождение печали». Когда мы принимаем, что да, есть в нашей жизни какой-то минус, и нам карта говорит, словно это нужно выплакать. Или, знаете, как отстрадать какой-то этап для того, чтобы идти вперед. Себя не тормошить, не заставлять, не быть жестким, каким-то непреклонным к себе, а наоборот, вот позволить себе какие-то эмоции со знаком минус. И тогда они нас оставят. Вот в итоге чем заканчивается? Мы выходим более такой зрелой, сильной личностью, потому что вот эти эмоции, которые мы словно выплакали, но я условно говорю, они нас потом уже больше не будут цеплять. Вот, может быть, нам поэтому ангел-хранитель и говорит, я за тобой наблюдаю, я тебя храню. Но если есть какое-то дело, тема, отношения, у кого что, ну что-то не получилось, это у каждого из нас есть в нашей жизни, правда? Есть какие-то разочарования. Не все у нас со знаком плюс, мы не рекламные герои, это правда. Поэтому позволить нахлынуть какой-то печали, и нам карта уже говорит, как
эмоции словно нахлынули на тебя, также будет отток вот этих эмоций. И ты что-то быстрее, проще и с меньшими потерями эмоциональными оставишь в прошлом. Правда, иногда, ну, насколько это мужчин касается, хотя и мужчин-то может касаться, лучше пустить где-то наедине с самим собой слезу и принять, что, ну, елки, ну не срослось, ну, не получилось. Оставить это в прошлом и смело путешествовать дальше, правда. Позволить себе какие-то эмоции. Тем более это не будет длиться долго. Это очень какой-то, знаете, как, ну, маленький совсем эпизод. Потому что именно когда мы позволяем вот этой печали на нас нахлынуть, она нас быстрее оставляет. А если мы будем себя, наоборот, держать в ежовых рукавицах, тогда этот период затянется. Понимаете? Вот с учетом карты терпения, колеса фортуны, для вас это будет важно. Третье событие, двойка земли. По этой карте, знаете, как, да вплоть до начала бизнеса хорошо проходит. Это взаимодействие. Хотя у кого-то может проиграться работа на двух работах. Или вы будете просчитывать новые способы заработка или варианты заработка, пассивный доход может быть, или как монетизировать творчество, ремесло. По двойке земли мы учимся чему-то, и правда с восьмеркой огня и колесо фортуны мы на что-то откликаемся. По этой карте опять нам говорят про легкость на подъем, нам говорят работа в радость. По этой карте идет работа в команде. Это прочные союзы, это прочные какие-то объединения, да, и с учетом вестника Земли, как раз то, что выше, мы об этом говорили, вы можете пересмотреть как и свое окружение или свою команду. То, что касается и новых каких-то способов заработка, я бы сказала, так и на прежнем месте работы или вашей занятости. Здесь как будто тоже что-то может быть, ну, для вас либо ценное, либо каким-то образом вы можете либо улучшить, либо для себя конечный результат получить со знаком плюс. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.